маршрут Сергохала, Канасираги. Родовое село Хабиба, старое село. Уроженец села Канасираги, Курбан Магомед Хабиб Магомедович. Впереди леса, много лесов. Этот лес до Табасарянского района доходит. Село, дорога такая. Не, посадил Сильдара за руль. Это что за село, Хабиб? А я Лизимахи. В нашем районе самое много окон в селе это село. Не знаю почему, но у каждого по 10 окон бывает. Я потом приехал туда, у них спрашивал, почему не знаю, взяли, ремонт сделали, говорит, дома все там, а там порядок привели. Как называется село? Это Бурдяки. Это село Бурдяки. При Советском Союзе самое такое развитое передовое село было. Надо было сказать, несколько раз становился победителем соцсоревнований в советское время. Туда-сюда, положительно. Что ты говоришь там? Что, Зеланд есть, да, так смотрите? Вот здесь, на этой речке, еще видать рано, пока никого нет. Ну, на озере есть там, вон. Да. Очень хорошая речка. Вот эта речка, как она называется, туда выходит Камриозен. Гамреозен, да. Во. Она должна, по идее, попадать в Каспийское море. Туда она не доходит уже. Высыхает по пути. Там же, где в районе Каякента, там же есть. И да, туда выходит, но До моря не не доходит, да? доходит, да. Редко, когда она при больших когда дожди здесь сильные, она может дойти, а так уже На полив, наверное, туда-сюда. на полив, да, как раз. Вот сейчас бы вот отсюда в дорогу в нашу сторону делал. Видишь? Сейчас мы уже едем в Канасираги, Да, да? вот это уже чисто в Ханасираги едет. Плюс еще туда в Гафадаевский район еще можно выйти. Нормальную дорогу, эту работу сделали. Нормальную сопку, короче. Прямо сейчас мы дойдем. Да. До сада памяти дойдем. Сейчас мы здесь посадили дальше сад памяти. Память о погибших в Великой Отечественной войне. А деревья где? Здесь они посажены. В этом году посадили. Ага. Видно же, видишь, есть деревья. Самый этот был, если ты мог бегом отсюда вот туда подняться. А он до сих пор он блестит. Вот приехали в село Канасираги в Северокалимском районе. Это Хабиба, родовое село. Вот он расскажет нам про свое село. Очень старое наше село. Записи, которые здесь обнаружились на камнях в доме, история ведут по мусульманскому календарю от 1200 года. То есть почти 250 лет этому селу, считай, это найденные, которые именно зафиксированные на камнях дата. Недавно ребята обнаружили у себя. Сейчас, конечно, как и везде, село, люди из села уезжают на равнину, в горы, города, там более комфортные условия. Осталось очень мало людей. А во времена Советского Союза было людей очень много. Школа работала 2 смены. Где-то около 200 детей было, не считая. 275-м, 275 было. Вот Махамадзи говорит, в 1975 году 275 учеников, говорит, было в селе. А сейчас все при 40 или 50. Сейчас вот настолько
Люди переехали все по всем районам. И даже те, кто остались, уже вот построили недалеко. Здесь новый поселок образовался целый. Вон на той стороне. Это, наверное, связано с тем, что здесь земель свободных не было больше для строительства. Институт археологии, там он запитался, 4-5 век. Даже не может быть так, чтобы так поздно она образовалась. Не, вот эти дома. Раньше же вот здесь у каждого как бы клана свой махи был. Вот отдельно они жили, отдельно они там потом вместе собрались. Где-то у нас в селе, то, что вот это старый дом же, на старом доме надпись была на арабском языке. Это Ну, село здесь тоже. построено в таком-то году. Это исчисление уже за 600 лет идет, наше село. До 600 лет это арабское, до арабского это уже язычники были. Да. Ну вот 4-5 век, говорит, этот, серега нашли здесь. Серега и наконечник копья. В Великую Отечественную войну из этого нашего села ушло на фронт 106 человек. Вернулись сколько? Магомед, не знаешь? 40 человек только вернулись из них. Да, большая часть погибла. В этом селе сколько человек осталось? Здесь Да, вот Постоянно, Постоянно. которая проживает здесь. постоянно проживает человек 40-50 40-50 надо. 40-50 это имеется хозяйство или человек? Человек, хозяйство, есть 15 По человек. одному, по два человека вот так вот это. Ну, здесь в основном старики здесь, а молодые там. Там и там молодые. Ну, за школой то здесь. Туризм надо вам развивать здесь, гостевые дома сделать, туристов вот заселить. В прошлом году приезжали, маршрут уложили. Приезжали? Да. Через Рахыб, в сторону Ходайского района. Поверху от себе. Вот процесс изготовления деревянной ложки. Здесь 15 минут. Есть 15 минут? Да, это высохло уже, давно я высохил. Закипятил, положил, высохло. Все. Уже сухой, тяжело, блядь. Выработал. Туда новое село не переехал, да? А? Туда тот час не переехал, да? Да. Здесь его. Там дети живут. Второй этаж это был сельсовет, на первом этаже был медпункт и библиотека. Короче, административное Административное здание, здание, да. бывшее. Да. Это получается центр села. Центр села. И вот здесь уже разрушенные дома. Да, это был клуб, до сих пор клуба, да? Вот памятник нашим участникам Великой Отечественной войны, которые умерли, не вернулись. Родители, да. Вот эта лестница, которую мой отец делал. А давай заходи. Вот это двоюродный брат Багаудин, он здесь вырос. Вот это на моего отца. Там 2 комнаты. Это наш родительский дом. Вот в этом доме жил отец, рядом его брат. Здесь всего 2 комнаты были. Ну, получается, это дедушкин дом. Да, да, дедушкин дом. Дедушкин дом. Вот крыша обваливается уже. Частично уже обвалилась. Жалко, жалко. Еще казалось. Вот здесь балкон такой своеобразный. Много ночей я здесь переночевал.
историческую часть села посмотрели, теперь едем в новостройки. Туда едем, да? Новый поселок. Да, сейчас новый поселок Вон заедем. Вон там растет очень много малины. Малина растет. Да, Собирайте. очень много. Мы с дочкой, младшей дочкой ходили 1 год. Собрали целое ведро. Старшие отказались, старшие девочки не хотели отказаться. Ну и тут до клубники дорвались, да? Клетва иногда там вообще крупная. Вернись назад. Раскрой. Дальше, дальше, дальше. Туда, туда. Сюда я красную вижу. Раскрой вот. Чай попили, клубнику покушали, теперь собираем вещи и идем в лес. Пакет освободили. Хочу контроль. Капычку. Собрали все вещи и идем. Некоторые Раньше ушли. раньше ушли. Сейчас Хабиб расскажет, куда мы идем. Так, сейчас мы вот так по лесу. Что-то закрылось обзор. Вон туда. Вот где край видно. Туда надо выйти нам. И в ущелье спуститься. Там будет у нас ванны. Целебные ванны. Посмотрим, какой эффект будет к вечеру. Будем как молодые. Что-то сильно оторвались эти наши спутники. Вот это ихний проводник, он медленно не умеет. Не заблудимся? Не, вот дорога же. Вот та, которая дорога была, где мы срезали. Сейчас сюда выходит. Вот там и догнали мы их. Да, видишь, они не срезали, они сверху пришли. Здесь когда-то машины ездили тоже. За дровами же В лес машины ездят. на грузовиках. 66-й. А газа же в селе пока нету, да? Нету, да. А он обещает. Вроде вот как асфальт делает, уже возьмутся за газ. Не тяжело? Никак нет. Как уже тяжело. А Сильдару самовар достался, да? Самовар, шампура. Все у меня. Все главные инструменты у тебя. Куда мы поднимаем, наш родитель сказал. Дверь, говорю, вот такая. Что, отцовский? Да, вот это отцовский. Это кто-то дрова заготовил для себя, да? Тут уже На зиму готовится.
Хабиб говорит, что уже полпути прошли. Поверим на слово. Что собираем? Земляника. Есть? Ну, чуть-чуть. Не очень крупная, мелкая есть. Собрал, да? Вот типа так. Уже много. Нормально ты набрал. А, да. Пока, Давид, бери. Это ты на камеру, да, такой добрый. Хая. Привал закончился, идем дальше. Еще один. Рывок. Пошли, сумконосы. Вот наши джунгли, папоротниковый лес. Настоящий джунгли здесь. Чуть дальше там будет у нас мангровый лес. Непроходимый, Да, минимум трудно проходимый. да, очень трудный. Пройдем по-любому, поэтому непроходимый. Передашь один пакет мне? Давай. Ты хочешь передавать еще? Вот дерево упало здесь большое. С трудом приходится его обходить. Ну, вот сюда, если пройти, да. Если вовнутрь зайдем уже лес, это полянка такая. Ключки, конечно, но что делать? Одно время я здесь косил сена и привозил. Вот отсюда. Слобод сразу урахи кайхатели. Вот там кустарник, там вообще невозможно. Да? Да, там кустарник, лучше через лес. Там кустарник. Вот видишь? Эти стены. Че? Вот стены видишь? Вон там раньше люди жили. Вот это махи. Вот территория одного человека. Вот. Хилямахе шабадзе. Иш хилямахе. Вача. Вот Вача имя. Ну, вот его это дом. Вачаламахи. Вот здесь это просто после того, как они уехали, выросший лес. Это. Все, уехал, они. Вот смотри. Вон там Вот ты видишь камни? Это спина. Это дом здесь Дом был. здесь был. И своя кошара, свое хозяйство здесь. Вача его имя. И, да, это Вачамахи называется. Это его территория вот здесь. Было. Потом только отсюда уехали туда, там объединили. Что, не туда пошли, что ли? Вниз? Здесь хоть дорога. На крайняк скатимся, да? Точно скатился. Одну камеру потерял. Нашел. Вот немножко прокатился. Теперь убираемся отсюда. Че, отзывается? Хабиб, говорю, отозвался. Да. Экстремальный переход через лес. Уже вторые выходные я покоряю это бездорожье. Что прошлые выходные, что сейчас. Ай, смотри, какой лес здесь. Слушай, деревья повалено. И отсюда надо переходить. Сломается.
Судя по всему, уже пришли. Хабиб! Лей, оставь это занятие. Почему? Давай мясо жарить начнем. Давай, один огонь будет разводить, один манировать. Маринировать. Он заминировался уже. Не оголись. Это что за Рэмбо? Рэмбо стал здесь. Я Давай, один огонь Рэмбо не был. Да? О, я тоже почти как терминатор. Надо дрова. Где огонь зажигать? Рэмбо сказал 45 минут ходьбы. Тут место, где... Сколько Ровно шли? Час 25 минут он нас заставил ходить. Что здесь происходит? Кто объяснит? Ванну чистят, сказали, ванну чищу. В общем, весь процесс. Грязевые лечебницы. Хабиб открыл новую лечебницу. В Сергокалийском районе, селение Канасыраги. Первый пробный вариант на нас пробует. Пока, Дальше нормально пойдет, будем запускать уже как положено. пока в режиме самообслуживания. Кто что Потом может будем делать. нанимать тоже людей, тоже, чтобы работать. Рабочие места будут. Да. Так, вот здесь будем греть эту воду в этом казане. Саму воду будем брать отсюда. Вот он источник. Пока самовар не закипел, здесь вот у нас в термосе чай наливается всегда желающим. Там воду греют. Там люди дрова собирают на шашлык. А я, пользуясь моментом, пью чай. Вот такой травяной чай. Ванны принимает Хабиб. Как ощущение? Вообще супер, ладно. Сейчас на 20 лет моложе буду себя чувствовать. Он еще подогревается на костре. Вот пока я водные процедуры проходил, они тут уже шашлык пожарили. Грибной еще, на старте еще не пожарился. Ничего, сейчас проверим, что вкуснее. Один черный, другой желтый. Какой выберет наш падишах? Тот остыл, наверное, который налитый был. Горячего. Падишах какой выбрал? Он желтый выбрал, падишах. Тебе Красный черный для себя остался. оставил. А мне бы кто-нибудь так носил в чай. Конечно, если на завтра оставались мы, вообще, конечно, было бы шикарно. Сейчас там посидеть у речки большой, еще шашлык пожарить. Внизу, возле дороги. Потом спеть одну песню, Все, базултуха. да, что воздуха, да. Даргинскую песню с аварским припевом. А вот это мощно было. Да. Вот это твоей шапки историю ты так и не рассказал. Короче, сейчас рассказываю историю шапки, пока никто не мешает. Конечно, отец мой покойный прожил недолгую жизнь, всего 68 лет прожил, но яркую жизнь он свою прожил. За свою жизнь он один раз был в санатории. В 88 году Краснодарский край его отправили отдыхать.
Так. И оттуда он приехал в 88 году. Привез нам наши 3 брата, А, 3 такие шапки. Это в 88 году мне сколько выходит? 13 лет. 13 год, да? 13 лет. ага. А это уже старший, уже на 5 лет старше Салам, на 10 Курбан. Тому-то 23, ему 18, оба учились. Ага. И их дома не было, чтобы их носить. Я один был. Ага. И, ну как-то я его не носил. Ага. И мама его, мама наша, убрала их, положила в сундук, положила. Ага. Я не знаю, почему именно сундук. Вот сейчас, после, ну, как мама, папа покойные, после них, вот недавно, в этом году, сестра начала там в сундуке, в родительских вещах копаться, вытаскивает 3 такие шапки. Ничего себе. Новые. Да, 90 копеек было написано и 88 года. да. Вот на нем-то этикетки нету. Сейчас, который на работу ношу, есть еще такой же, на работу ношу. Вот здесь этикетка. Оттуда я узнал, что она 88 года и 90 копеек она стоит. Тогда же при Советском Союзе был Освод, Да, да, да. отряд спасения на воде. Да. Вот такая история у этой шапки. Да, история интересная. Что вот одну на работе ношу, одну вот парадный сделал. На вот Да, надо память. А Сильдар, как эти водные процедуры проходят? Нормально. Там половина верхнюю часть туловища пропарил, теперь нижнюю часть туловища парил. Тебе в этой маленькой ванной приходится по частям Да, ванны принимать. Это как цирковой номер у него. Два этапа. К следующему разу надо сказать, чтобы удлинили эту ванну. Мы 10 минут парились, он 20 минут. Ему воду тоже надо, соответственно, подливать тогда. Ванну надо нарастить туда. Так вот. Че вы там? Дают там? Здесь нормально. Сюда тоже дорога была, говорит, раньше на Арбе можно было. Когда вот больного, у кого суставы больные, на Арбе его приводили, упали и на Арбе же забирали. Вот так, да. Мы и не прерывали его? Да, его не прерывали мы. Не обвели Нет, все поели, все на... Если все, Все уже они не вкусно обленили, они жарят, просто варят. уже поели. Сытые уже все. Обязательно надо потушить Надо. огонь, чтобы не было лесных пожаров или других каких-то. больно потом. Дичь не попалась, вот Дичь не попалась, да. Вот он заражен, вот это предохранитель. Вот нажимаешь, можно стрелять. Да, вот сам нажимаешь. будем стрелять Я армеец же. по... Вот куда будешь стрелять? По деревьям. Это сухое внизу, вот туда по центру. Вот это мелкое? Да, мелкое же есть. А, ну. Вот туда стреляй, вот наверх, вот туда. Улой азы посредине Вот так ушли. Да, вот так. Попал. Посредине попал. Попал. Не посередине, это с левой стороны было. Край, вот. Край был. С краю попал. Левый край. Хабибу дай. Какая отдача дает, эй? Ты же охотник. Левый край был? Да, левый. Культурная часть мероприятия закончилась, да? Осталась обратная дорога. Что, сейчас идти, да? Не, Отсюда быстрее, надеюсь, доберемся. туда быстрее, даже полчаса, наверное, не будет. Вот здесь мхом обросло, но под слоем мха видны камни, из которых когда-то стена была сложена. Чувствую себя партизаном, который в тыл врага пробирается. О, заросли лопуха, папоротника, чего только нету. Кроме нормальной дороги здесь все есть. Сюда подниматься, да? Не, вон там дорога должна быть.
Если надо подниматься надо, я начал это сосать. Вот здесь хорошее место для ночевки. Израненные, побитые, еле выбрались, бросили нас. Надо было по Моя дороге. шапка где? За нами надо было идти. Пошли на дорогу, выйдем. Сейчас надо привал.